На днях вооруженные силы России начали движение в неожиданном месте. В Бахмутском районе Донецкой области российская армия взяла поселок Шумы и теперь подходит к городу Торецку, где украинские власти уже объявили принудительную эвакуацию. Пока российские СМИ обсуждают предстоящий штурм города. С точки зрения военного дела, происходящее сейчас, пусть и очень локальный, но все-таки успех для российской стороны. Линия соприкосновения в этом месте не менялась с 2014 года, и тут неожиданно сдвинулись на пару километров на запад. Однако мы смотрим на происходящее не только через призму военного дела. Поэтому обсудим, что означает для России наступление на Торецк. В 2001 году в Торецке, который тогда назывался Дзержинском, и в близлежащих населенных пунктах была проведена перепись населения. Тогда 36% местных жителей в графе национальности указали, что они русские, а 87% назвали родным языком русский. С тех пор прошло больше 20 лет. Для многих, кто родился за это время, первый язык наверняка украинский, а русский стал вторым. По ряду причин какая-то часть русского меньшинства могла полностью ассимилироваться. И в России это преподносится как ужас ужасный. Брошюра «Живу, сражаюсь, побеждаю», рекомендованная Минобороны, и боевой листок бойца СВО, который мы уже разбирали на канале, особое внимание уделяют как раз процессу ассимиляции. Авторы этих и многих других изданий, а также ведущие передач на российском телевидении в 22 году, как с цепи сорвались и раз за разом повторяют страшные слова «геноцид» и «этноцид». В логике этих людей происходит следующее. Дескать, миллионы этнических русских находятся в Украине в заложниках, а украинские власти насильно воспитывают их как граждан Украины. Поэтому заложники, мол, должны быть освобождены любой ценой. Некоторые россияне действительно в это верят, поэтому давайте разберемся. Мы сейчас живем в эпоху гражданских наций. Теоретически лучшим примером гражданской нации является наша страна. В России живут представители более чем 160 национальностей, но все вместе мы сограждане, россияне. На практике, конечно, это правило работает далеко не всегда, особенно когда те или иные публичные спикеры начинают натравливать одних граждан России на других. Или торпедируют их идентичность, навязывая мысль, будто бы мы вовсе не россияне, а подданные распавшейся империи Советского Союза, которые, мол, не смогут почувствовать себя полноценными, пока государство не будет восстановлено в прежних границах. Итак, в идеальной ситуации наша страна – это состоявшаяся гражданская нация. И внутри российской нации есть крупное национальное меньшинство – этнические украинцы. Спрашивается, граждан какой страны воспитывает из них российская система образования – России или Украины? Разумеется, граждан России. Более того, это вполне логично. Иным образом не делает ни одна страна на планете. Если китаец родился или, будучи ребенком, попал в Соединенные Штаты, в американской школе он растет и воспитывается как гражданин Соединенных Штатов Америки, а не Китайской Народной Республики. Это не геноцид, не этноцид, не какая-то китаефобия, а настолько нормальная и распространенная практика, что непонятно, из-за чего вообще весь сыр-бор. Однако, согласно логике огромной части российских спикеров, Украина прям обязана воспитывать из этнических русских граждан Российской Федерации. А если она этого не делает, значит, мол, совершает этноцид и геноцид. Теперь, что касается ассимиляции. Согласно всероссийской переписи населения 2002 года, в нашей стране на тот момент жили более 2 миллионов 900 тысяч украинцев. В 2010 году украинцев в России стало на 1 миллион меньше, а в 2021 еще на миллион меньше, всего 884 тысячи человек. Это что ж получается, Россия проводит на своей территории этноцид или геноцид украинцев? Нет, конечно. Просто люди женятся, национальности смешиваются, со временем менее многочисленный народ ассимилируется. Происходит абсолютно нормальный процесс. Есть народы, которые сознательно препятствуют ассимиляции. Там юношей и девушек с детства наставляют, что жениться нужно только на своих. Но ни в русской, ни в украинской культуре ничего подобного нет. Так что же такого страшного, что в России украинцы постепенно становятся россиянами, а в Украине русские постепенно становятся украинцами? Ничего, это естественно. Из-за такого войны не развязывают. А теперь предположим, что в городе Торецк живет русская семья Ивановых. Да, у них паспорта Украины, но душой они с Россией. Такое вполне может быть.
По логике некоторых авторов, с которыми мы тут заочно дискутируем, Украина на этом основании должна отдать Торецк России. Но и ежу понятно, что добровольно Украина свой город никому не отдаст. По сотне вполне очевидных причин. Хотя бы потому, что помимо семьи Ивановых в Торецке живут десятки тысяч украинских граждан, которые не хотят ничего менять. Ни гражданства, ни места жительства. И у них, как и у Ивановых, тоже есть права. Да и Ивановы, хоть и симпатизируют России, могут тоже не хотеть ничего менять. А ездить по своему украинскому паспорту в Европу без визы. И в Россию тоже. Так и было, пока война не началась. Скажу, как бы я разрешил эту ситуацию. Я бы создал в России, по аналогии с Германией, Польшей или Израилем, систему репатриации. Чтобы Ивановы спокойно продали свою квартиру в Торецке, если хотят, приехали бы с вырученными деньгами в Россию, и с момента пересечения границы на каждом шагу чувствовали, насколько Россия в них заинтересована. Никакого бюрократического ада. Наоборот, режим максимального радушия. Вот вам паспорт, беспроцентное ссуда на покупку жилья, а еще помощь с интеграцией, переобучением, если нужно, и трудоустройством. Такое я вообще предлагал бы очень многим людям, уж точно всем, для кого русский язык является родным. Пусть такие люди, кто из них хочет, приезжают и живут в России. До войны такая программа привела бы к нам множество талантливых людей, ускорила бы экономический рост и вообще была бы хорошим делом. Да и в будущем может быть полезной. У этого варианта есть два больших недостатка, на которые любят указывать оппоненты. Разберем их и еще дальше поговорим о Торецке после небольшой рекламы. За последние годы мир сильно изменился. Многие перешли на удаленку, открыли для себя нейросети, начали путешествовать. На гребне всех этих трендов находятся фрилансеры. Исследование Upwork за прошлый год показало, те в 2 раза чаще используют инструменты генеративного ИИ, чем не фрилансеры. Оно и понятно, фрилансеру выгодно все время быть конкурентоспособным, внедрять в работу новые фишки. Но есть в найме такого работника существенный минус. Ему надо как-то переводить оплату, не всегда удобным вам способом. Такую проблему решает сервис EasyStaff. Он позволяет платить удаленным сотрудникам по B2B договору. Платформа помогает любому бизнесу в любой точке мира иметь отношение с фрилансером, который также может быть где угодно, в том числе и в странах СНГ. Платформа может осуществлять выплаты как на банковские карты, так и на расчетные счета или на криптокошельки в любой валюте. При этом все будет абсолютно легально и со всеми необходимыми документами и для вас, и для работника. Формально фрилансер будет работать на EasyStaff, а EasyStaff будет подрядчиком для вашей компании. То есть вместо пары десятков договоров с разными людьми вы заключите всего один с EasyStaff. А если вы находитесь в поиске новых сотрудников, попробуйте сервис EasyBusy. Это международная биржа фриланса, где исполнители и заказчики могут найти друг друга без географических ограничений. Разработчики, дизайнеры, как графические, так и UX, UI, специалисты 3D-визуализации, вы можете найти их на EasyBusy. Каждый из них уже прошел тщательную проверку. Сервис защищает своих клиентов от мошенников. Весь функционал биржи для заказчика бесплатен, а исполнитель получит оплату только после того, как вы примете его работу. И если у вас горят сроки или сложно найти специалиста под задачу, заполните анкету по ссылке в описании. Тогда персональный менеджер бесплатно подберет подходящих вам исполнителей. Все ссылки под этим видео. Продолжаем. Мы говорили о том, какой могла бы быть программа репатриации в России, обсудили ее плюсы. У этого варианта есть два больших недостатка, на которые любят указывать оппоненты. Во-первых, Ивановы могут испытать большой стресс от переезда. Во-вторых, такая программа выйдет очень дорого для российского бюджета. Перевозить и устраивать у себя каждую такую семью дорого. Лучше, мол, забирать Торецк силой, прямо вместе с Ивановыми, говорят критики. За последние 850 дней у нас набралось уже достаточно примеров, почему так делать не стоит. В этой войне невозможно просто взять населенный пункт, не уничтожив его до состояния обугленных развалин. С вероятностью близкой к 100% попытка освободить Ивановых приведет к одному из двух вариантов. Они или погибнут, или будут вынуждены уехать на запад, вглубь Украины, чтобы спастись. Потеряв жилье и став беженцами, Ивановы, кстати, смогут сильно пересмотреть свое отношение к России, даже перейти на украинский язык, и не по принуждению киевских властей, а из чувства злости на тех, кто разрушил их жизни. В конце концов, Ивановых ведь никто не спрашивал, а хотят ли они вообще освобождения. Может быть, их вполне устраивала жизнь в Украине. Насчет того, что вероятность погибнуть или стать беженцами близка к 100%, это я не для красного словца говорю.
К примеру, в городе Попасная Луганской области из 19 тысяч горожан после освобождения остались примерно 200 человек. Город уничтожен на 96% и восстановлению не подлежит. Это, если что, не украинская пропаганда, а сведения от властей самопровозглашенной ЛНР. По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, в освобожденной Авдеевке из 30 тысяч жителей остались лишь около 1000. А по данным корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, в освобожденном от Украины Солидаре из 10 тысяч человек остался 1. В Солидаре вот 1 человек остался. 1. Хотя, когда брал его Вагнер, я помню, я там встречал, в момент штурма, я встречал там, гражданских лиц. Как-то даже странно говорить еще и о том, что боевые действия за взятие каждого города стоят огромных денег. Война настолько дорогостоящее занятие, что строительство нового города может выйти дешевле, чем разрушение чужого. А странно об этом говорить, потому что есть еще одна цена, которую не измерить никакими деньгами – человеческие жизни. Взятие буквально каждого города на Донбассе стоит российской армии огромных жертв. Каждый взятый город – это тысячи, а иногда десятки тысяч погибших российских солдат. Еще больше раненых, многие из которых никогда не восстановят физическое здоровье. А психологическое здоровье пострадает у всех причастных. Из-за этого потом пострадают и их семьи. Когда анализируешь что-либо, полезно проводить различные мысленные эксперименты. Представим себе, что мы русофобы, которые желают россиянам и всем русским людям, независимо от гражданства, всего самого плохого. Так вот, если бы мы были такими русофобами, нас штурм Торецка огорчал бы или радовал? Вот подумать об этом стоит. Конечно, радовал бы. Русскоязычный город с большой долей русского населения сотрут с лица земли российские солдаты российской армии. Его жители погибнут, получат увечья, станут бездомными. Массово гибнут также военнослужащие российской армии, мужчины трудоспособного возраста. Или становятся иждивенцами, получив на фронте инвалидность. Все русофобы мира должны этому аплодировать и подначивать Россию. Правильно, правильно, штурмуйте Торецк. Как же нам испортить настроение русофобам, с другой стороны? Продолжим мысленный эксперимент. Очень просто. Оставить Торецк нетронутым. Вернуть российских мужчин домой, обеспечить им психологическую помощь, дать им возможность заботиться о своих семьях и заниматься не Украиной и украинскими гражданами, о чем нас не просили, а нашей страной. Она может стать привлекательной и комфортной, чтобы захотели приехать и остаться русские люди и русскоговорящие люди, которых сейчас за границей миллионы. В истории Торецка уже был момент, когда украинские власти теряли над ним контроль. Весной 2014 года Торецк, тогдашний Дзержинск, на короткое время стал частью самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Мэр города Владимир Слепцов перешел на сторону ДНР и даже смог собрать инициативную группу в несколько сотен человек, чтобы объявить референдум. Городской совет решил поддержать народную инициативу о проведении референдума на территории Донецкой области о будущем Донецкой республики. С референдумом все вышло не очень. Из 46 участков открылись только 14. А в бюллетенях не было ни слова о независимости от Украины. Речь шла о некой самостоятельности. Участки для голосования, кстати, были оформлены в цветах украинского флага. Дзержинск был городом шахтеров и рабочих тяжелой промышленности. Тех самых суровых мужиков Донбасса, которые, согласно нарративу из российского телевизора, не приняли Евромайдан. По всей видимости, большинство жителей города действительно отнеслись к Майдану резко негативно. Их симпатии были на стороне Виктора Януковича. Однако при всем недовольстве отделяться от Украины в подавляющем большинстве жители Дзержинска не собирались. Даже на митингах против Майдана было удивительное сочетание из российских и украинских флагов. Люди были за самые тесные связи с Россией, но хотели остаться в Украине. Мы граждане этой страны, мы патриоты. Мы жили здесь, трудились, мы строили эту страну. Предатели ушли, остались патриоты. Я отдам жизнь за Украину. Страна повязла во лжи. Вооруженный отряд ДНР как вошел в Дзержинск весной, так и вышел уже летом 2014 года. Под натиском украинской армии. А местные жители никаких отрядов самообороны народных милиций или ополчений, чтобы не пустить ВСУ, не создавали.
В ту пору, кстати, сам Игорь Стрелков-Гиркин возмущался. Чё это жители Донбасса вовсе не горят желанием воевать за независимость от Украины? И вот наступил момент, когда каждый дончанин, способный носить оружие и готовый его применить по врагам своего народа, может приехать и получить оружие прямо в руки. Получить и встать в строй ополчения, чтобы изгнать карателей за пределы родной земли. Но что же мы видим? Все что угодно, но только не толпы добровольцев у ворот наших штабов. Мне еще, находясь в Крыму, приходилось слышать от активистов народного движения рассказы о том, что когда шахтеры встанут, они всех порвут голыми руками. Что ж, может, когда-то так оно и было. Пока же не наблюдается. Украинская армия вошла в Дзержинск 21 июля того же года и никаких чисток или карательных акций не начинала. Спустя год с лишним одна из украинских журналисток, Марина Курабцева, даже написала гневную статью. Как же так, мол, получается? Почему у власти в городе остались все те же люди, которые весной 14-го перешли на сторону ДНРовцев? Через несколько месяцев после выхода этой статьи в 2016 году мэру города Владимиру Слепцову было предъявлено обвинение в покушении на территориальную целостность Украины. Тому самому мэру, который в 2014 году объявил референдум. Слепцов год провел в СИЗО, после чего его привезли на границу с самопровозглашенной ДНР для обмена. В самый последний момент он категорически отказался меняться и ехать в ДНР. Запрыгнул в автобус к журналистам и поехал назад. После этого Слепцова должны были поместить обратно под стражу, но отпустили по состоянию здоровья. В 2018 году он дал 2-часовое интервью украинским журналистам, где отверг обвинения в сепаратизме. К чему все эти подробности? Дело в том, что российское телевидение и радио предлагают крайне упрощенную картину событий 2014 года с восставшими против Майдана шахтерами и рабочими Донбасса, которые решили реализовать свое право на самоопределение. И нацистскими карателями из Киева, которые, мол, у них это право решили отнять. В действительности же между русскоязычными городами востока Украины и столицей страны был завязан сложный клубок противоречий, развязать который могли только сами украинцы, без навязываемой помощи Стрелкова-Гиркина, Моторолы и прочих вооруженных людей из России, которые полезли совершенно не в свое дело и принесли на Донбасс войну, которой там не было. Еще один важный нюанс. После того, как Дзержинск вернулся под контроль Украины, в него на протяжении 2 последующих лет стали лететь снаряды. Не ВСУ, а со стороны народной милиции ДНР. Вспомним знаменитый штамп «8 лет бомбили Донбасс». Во-первых, все-таки не 8 лет. После 2016 года конфликт преимущественно был заморожен. Во-вторых, бомбили-то, стреляя друг по другу, обе стороны. В январе 2015 года, например, выпущенный со стороны ДНР снаряд убил в Дзержинске 88-летнюю женщину. Еще одна пожилая женщина погибла спустя 2 недели, а ранения местные жители получали постоянно. Нормальная жизнь вернулась в Дзержинск в 2016 году. Тогда же он был переименован в Торецк. 30-тысячный Торецк относился к числу депрессивных городов. Да, между 16 и 22 годами украинские власти вкладывали большие средства в поселения на востоке страны, чтобы вернуть лояльность жителей. Не словом, а делом доказать, что с Украиной лучше, чем с непризнанными народными республиками. Массово ремонтировались дороги, школы и больницы, проводилось благоустройство. Но вот конкретно Торецка, находящегося на самой границе с ДНР, программа эта не коснулась. Не на камеру многие говорят, чувствуют себя покинутыми и забытыми. Посмотрите, в Краматорске, Славянске, Покровске, да везде происходят какие-то процессы. Строятся дороги, инфраструктурные проекты внедряются, ремонты, ЦНАПы открываются и так далее. У нас же ничего этого не происходит. И мы остаемся позади в исторической ретроспективе. Сразу оговорюсь, тут в сюжете показан мемориал Великой Отечественной в предельно неприглядном виде. Так вот, его чуть позже восстановили. На моем канале есть целая серия видео, где мы смотрим, как жил тот или иной город востока Украины, пока не был уничтожен в ходе так называемого «освобождения Донбасса». Каждый раз получается своего рода видеопамятник разрушенному городу. Про какие-то населенные пункты можно сказать, что те процветали, какие-то, наоборот, были в упадке, но и там шла своя жизнь. Было что-то свое, неповторимое. Например, в Часовом Яре была успешная музыкальная школа. Я очень надеюсь, что мне все-таки не придется делать видео о том, каким был город Торецк. Что не придется рассказывать, настолько он был похож на аналогичные города в России. Торецк пока еще существует. Да, ему, можно сказать, уже вынесен приговор, но его пока не привели в исполнение. Еще можно остановиться. Не уничтожать этот 30-тысячный город,
Не убивать тысячи российских солдат, чтобы через несколько недель или месяцев воткнуть флаг над руинами. На момент записи видео штурм Торецка еще не начался. Но там уже погибло немало людей, в том числе тех самых детей Донбасса. На официальном сайте города есть даже своя книга памяти. Дарья Осямочкина, 16 лет, и ее 10-летний брат Максим. 42-летний шахтер Сергей Гаджи. Пенсионерка и ветеран труда Валентина Ивановна Нестерова. И многие-многие другие. Советник главы самопровозглашенной ДНР Игорь Кимаковский на днях заявил следующее. Принудительная эвакуация из Торецка, находящегося под контролем киевского режима, связана с желанием украинских властей оставить в городе как можно меньше тех, кто может стать свидетелем военных преступлений ВСУ. Как будто Кимаковский сам не понимает, что если украинские власти не вывезут жителей Торецка, они в подавляющем большинстве своем просто погибнут в ходе боевых действий. Это же просто запредельный цинизм. Идти разрушать город и возмущаться, что защитники не оставили там людей. И нет сомнений, что если бы Украина замешкалась с эвакуацией, обвинение было бы обратным, мол, ВСУ прикрываются живым щитом. В логике агрессора противник всегда будет виноват. Беда в том, что штурмовать Торецк предстоит совсем не Кимаковскому. И бесконечные некрологи с пометкой «Убит в Торецке» будут публиковаться уже в России. В них будут имена жителей уже российских городов. Кому это нужно? Но если есть на свете какие-то отпетые русофобы, то разве что только им. До завтра.